Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить об одном аромате, который я уже упоминала в предыдущих видео, о том, что я хочу приобрести его, попробовать в виде от Леванта. Пока что это аромат от марки Juliet Has a Gun, называется Vanilla Vibes. Это аромат соленой ванили, если так в двух словах говорить. И вообще этот аромат я увидела там, где в распив продаются ароматы у нас в городе. И так как скоро лето, я решила, что мне интересно его попробовать. И я вообще люблю такие ароматы, какие-то необычные, с необычным сочетанием нот. А ваниль и соль это, для меня все-таки это такое больше нишевое звучание аромата, как мне представлялось. И поэтому я решила, что обязательно я должна потестировать этот аромат. Когда я наконец дошла до этой точки распива оффлайн, то оказалось, что этот аромат как раз закончился и остался остаточек буквально там до 1 миллилитра. Но девушка мне любезно предложила все-таки выжать эти остатки с флакона, и чтобы я смогла разносить этот аромат и в будущем, когда он снова появится, в скором времени его приобрести в виде от Леванта. В общем, да, вот такой у меня был флакончик. Здесь вот я уже подносила этот аромат, и буквально тут 2 капли осталось. Поговорим немного о его пирамиде. Там присутствует в верхних нотах соль, в средних нотах, в общем, не буду врать, я вставлю пирамиду, и в базе там бензоин, в средних нотах, наверное, ваниль и с чем-то, с каким-то цветком, и в базе бензоин, сандал и мускус, насколько я помню. В общем, достаточно простая пирамида. Я этот аромат, в принципе, так и представляла, как он звучит. Да, он довольно-таки воздушный, имеет какие-то признаки молекулярности, такой вот неуловимости отчасти. Есть здесь ванильные ноты. Вначале даже он мне пах, какая-то зеленая нота. Когда я нанесла на запястье, зеленая нота, схожая с пучком петрушки. Вот что-то такое вот, какая-то зеленушка присутствовала. Когда я нанесла уже полностью на себя аромат, несколько пшиков, то он немного по-другому раскрывается. Вот именно его нужно наносить на себя. Нужно наносить несколько раз и находиться в ауре этого аромата, вот побыть в нем, чтобы он вас окутал полностью, и тогда вы сможете ощутить вот это его настроение. Если вы просто нанесете на запястье, вот я наносила его изначально, и мне он меньше нравился, чем когда я полностью нанесла его на себя. Так как на запястье, да, он выдал мне вот эти зеленые ноты в сочетании с ванилью, с солью, и он как будто бы разваливался. Такое чувство, что он не звучит цельно, он звучал как-то попеременно, то зеленой петрушкой, то солью, то ванилью. И вот это общее настроение я как-то никак не могла уловить. Когда нанесла полностью на себя, тогда я почувствовала настроение вот этого морского берега, действительно что-то такое отпускное. Это, скажем так, по сладости такой средний аромат. Ваниль все-таки здесь не занимает прямо главенствующее такое положение, нет. Больше все-таки здесь, да, наверное, солености больше вот этих каких-то, даже не ноты моря, а ноты морского такого вот воздуха, скажем так. Это действительно, вот я согласна с комментариями, которые пишут, что это все-таки не море как таковое, это пляж. Пляжный вот этот, возможно, какой-то бриз дует с моря, какой-то ветерок, и вот эти вот запахи, где-то и крем для загара, да, кто-то чувствует, где-то вот это дуновение соленого ветерка вот этого с моря. Я с этим согласна. Как таковой древесности я вот, как говорят, вот какое-то бревно или какая-то мокрая коряга, этого я не ощущаю, если честно. Вот мокрого дерева, коряги не ощущаю. Я ощущаю просто, да, тоже пляж, вот этот вот атмосфера отдыха,
на пляже. Это есть. Какое-то такое летнее настроение, беззаботное. Да, аромат, как я уже сказала, не слишком плотный, он больше такой воздушный. Он не слишком стойкий, не слишком насыщенный, поэтому все-таки, да, его нужно вот наносить на себя более обильно. Вы никого не задушите. Вот, и мне кажется, что когда вот пару дней назад было очень жарко, меньше нравился. Сейчас, когда слегка похолодало, температура немножко снизилась, жары такой нет. Вот сегодня он мне понравился. Понравилось ощущать его на себе в более прохладную погоду. То есть это не вот эта летняя жара, когда под 30 градусов, а где-то вот градусов 20. Вот. На фрагрантике я увидела в похожих ароматах, увидела вот этот аромат черная ваниль от Yves Rocher. Тогда меня, конечно, заинтересовало, что же у меня есть в моей небольшой коллекции похожего. И оказалось, и в принципе я решила сравнить все свои водные ароматы, все, что может хоть как-то перекликаться. С чем же сравнивают его на фрагрантике? И то, что есть у меня, это в первую очередь Womanity от Mugler. У меня такой вот остаток во флаконе. Я покупала не полный флакон, у меня вообще немного флаконов, которые я покупала изначально полными, но сейчас не об этом. Все-таки в Womanity более сладкий аромат, более фруктовый аромат. В нем соли меньше ощущается, и в нем меньше воздуха. Меньше вот этих вот воздушных молекулярных нот, в нем такого нет. Он более плотный, более сладкий, фруктовый. Поэтому он, как по мне, не особо похож. Хотя настроение имеет схожее, но не совсем это то, это немножко все-таки другая история. Дальше его сравнивают, Vanilla Vibes, есть сравнение, там, конечно, больше всего его сравнивают с Beach Walk от Maison Margiela, или реплика, что это у нас, Beach Walk. В общем, есть такой аромат, его сравнивают больше всего. Там много на что он похож. В принципе, да, казалось бы, не уникальный аромат. И вот один из них это ваниль нуар. У меня есть на канале видео, я снимала о ванильных ароматах, и там я тоже упоминала вот эту черную ваниль и говорила о том, что она имеет какие-то зеленые ноты в себе. Вот сейчас, когда я стала сравнивать его с Vanilla Vibes, да, действительно, аромат схожий, и вот эти зеленые ноты в черной ванили, они дают сходство с Джульеттой. Да, аромат действительно, здесь тоже ваниль, она такая прохладная, с зелеными нотами, и тоже, наверное, это дает ему такой немного солоноватый привкус. Или как это можно сказать про аромат. Но все-таки тоже черная ваниль более такой плотноватый аромат, он более глубокий, плотный, и более ванильный все-таки. В нем как таковой соли и воздушности вот этой морской, какого-то морского воздуха в нем особо не ощущается. Хотя вот если поднести нос просто вот к пудовику и сравнить с черной ванилью из крышечки, например, то да, вы заметите, конечно же, сходство. Да, такая прохладная ваниль с зелеными, немного солоноватыми нотами. Вот в черной ванили тоже все это есть, но все-таки она более плотная, и такого выраженного морского настроения отпускного она все-таки не имеет, как мне кажется. Ну, опять же, да, это все наши игры разума где-то, да, наши ассоциации. Вот если представить, да, или налить его в какой-то голубой синий флакон, возможно, эту черную ваниль, и написать какое-то такое связанное с морем название, тоже что-то связанное с ванилью и морем, то, может быть, это все и будет восприниматься по-другому. Хороший вопрос, да? Итак, об этом я сказала. Сходство есть, но заменой не будет, конечно же. Не по настроению. Да, больше по настроению не будет сходством. По звучанию немножко есть, но более сладкий. Следующий аромат, который мне прям пришел в голову, это уже то, что есть у меня. На фрагрантике нет этого, не заявлено такое сходство. Это аромат, который даже по названию
имеет отношение, да, к морю, к природе. Это Неонатура от Ивраше. Здесь, как видите, у меня получилось здесь 3 миниатюры от Ивраше. Вообще все эти миниатюры куплены на барахолке, кроме Сальвадора Дали. Все это куплено на барахолке. Коробки уже, как видите, такие потрепанные. В общем, Неонатура, Сафель или Суфель. Вот этот аромат, он по настроению очень схож. Здесь тоже вот я даже когда еще вообще не думала, никакого Vanilla Vibes еще я не знала, не думала покупать, не думала пробовать. Вот этот Неонатура всегда мне казался таким вот аромат про берег моря, про песок, про какой-то отдых, про крем для загара тоже в эту же тему. Этот аромат всегда вызывал такие у меня ассоциации. И вот сейчас я вспомнила о нем и начала сравнивать. Это вот прям мне показалось очень похожим изначально. Ну, различие в том, что Vanilla Vibes в нем больше соли и больше воздуха. Вот опять же. А Неонатура тут больше цветов. Здесь цветок тиаре и жасмин. Здесь цветочный блок больше. А Vanilla Vibes там всего лишь, по-моему, один какой-то цветок присутствует. И все. Поэтому Неонатура это тоже более такой плотный цветочный аромат, тоже с нотами соли, нотами крема для загара, нотами песка. Не по пирамиде, а потому что ощущаю я. То есть, да, вот этот аромат, он довольно-таки может являться заменой, вернее, Неонатура уже снят с производства, а вот Vanilla Vibes, как по мне, может являться заменой этому аромату. Именно по своему настроению. Не по нотам, если досконально копаться в его звучании, а вот по настроению, которое создает этот аромат. Это очень будет схоже. И вот для меня лично Vanilla Vibes это хорошая замена, так как Неонатуры уже не купишь. Это мне чисто случайно удалось. Вот на барахолке тоже увидела и, конечно же, купила за какие-то вообще смешные деньги, за 50 рублей. И не могла нарадоваться, что такая редкость попала ко мне в руки. В общем... еще аромат, который тоже на фрагрантике сравнивают, это Olympia Intense. Какую именно версию сравнивают на фрагрантике? Возможно, классическую. Ну, для меня тоже, конечно, это совсем не похоже. Хотя здесь тоже соль заявлена. Но здесь тоже намного больше сладости. Здесь прям приторность для меня. Я небольшой любитель этого аромата. Я могу его только нюхать из пробника. А когда наношу на себя, мне... через какое-то время хочется его смыть, потому что он очень насыщенный, очень такой для меня удушающий. В общем, не могу осилить этот аромат. Хотя вот из пробника, когда нюхаю, мне нравится. Может быть, нужно его, конечно, вообще какое-то минимальное количество. Это слишком гурманская история, слишком сладкая, слишком плотная, насыщенная. Ну, совершенно никакого... воздуха она не дает, она, ну, совершенно это нельзя сравнивать, мне кажется, это вообще другая история. Ну, по крайней мере, версия Intense, я, конечно, не берусь судить, но мне кажется, что обычная Олимпия это тоже недалеко ушла, и я не знаю даже, как ее, эту всю линейку, может, там есть более легкие версии, но, мне кажется, классика тоже вряд ли можно сравнивать классическую Олимпию. Я так не думаю. Дальше идут у меня ароматы водные. Но это уже менее... Просто поговорим об этих ароматах, так как скоро лето. И сравним. Да? Вот аромат Мингшу. Это здесь и лотос, и кувшинка, и водные ноты. Это какой-то аромат пресного водоема. Очень такой водный, озоновый, морской. Не знаю, пресный водоем и морской это разные. В общем, это водный аромат, но в нем не настолько выражено. В нем нет ванили, во-первых. Какие-то сладковатые ноты имеет в себе, но это цветы. Это кувшинка, лотос, возможно, что-то еще. В общем, здесь ни соли, ни ванили.
Ну, есть какая-то, возможно, солоноватость, но ваниль как таковая не присутствует. То есть это водный аромат, будет прекрасно на лето. Если у кого еще сохранились запасы, то прям завидую белой завистью. Ода Эдена от Кашарель — это облегченная версия Эдена классического. Это тоже кувшинка, лотосы, что-то. Вот это такие цветы, растущие около пресного водоема, слегка заболоченного. Очень такой приятный, свежий, красивый летний аромат. Но тоже он не имеет он сходства с Vanilla Vibes, так как тоже ни ванили, ни ванили в нем, да, не хватает. Солоноватость. Здесь скорее пресный водоем, поэтому соли как таковой тоже, хотя это такой по настроению схожий аромат, потому что он тоже такой воздушный, летний, легкий. Возможно, по настроению где-то он может приблизиться с таким натуралистичным звучанием, так же, как и Мингшу. По настроению, возможно, тоже такие легкие ароматы, воздушные, неплотные, ненасыщенные, которые имеют схожее настроение. Но по звучанию нельзя, конечно, их сравнить. Так же, как аромат от Jesus del Pozo, тоже, который, по моему мнению, имеет водные какие-то ноты, такое водное звучание, наподобие вот Лёда Исей от Исей Мияки. Есть в нем немножко тоже такие ноты цветов после дождя или цветов, стоящих в воде. И вот эта вот вода, в которой стояли стебли. Вот такая слегка тоже заболоченная вода присутствует в этом аромате. И много цветов. Достаточно таких насыщенных, плотных. Тоже какой-то такой воздушности я в нем не ощущаю. Это, конечно, уже довольно не новая миниатюра. Наверное, уже настоявшийся аромат. Возможно, новый будет несколько полегче. Но, тем не менее, тоже он не имеет общего. С Vanilla Vibes он достаточно далеко даже по своему настроению, скорее всего. Сальвадор Дали Лагуна тоже по настроению сходный аромат. Тоже имеет такое отпускное настроение. Он тоже воздушный, легкий, не слишком он плотный. Но это больше все-таки коктейль на пляже, кокосы. Тоже есть в нем такое настроение легкого морского бриза. Запах вот этот, солоноватость присутствует. Но вместо ванили здесь кокос. Поэтому, возможно, и был бы сходный аромат, если бы здесь была ваниль. Ну вот, повторюсь, по настроению тоже, вот если вы хотите какой-то летний такой приятный воздушный аромат, который давал бы настроение отпуска, отдыха, то вот Лагуна Сальвадор Дали — это классный выбор. Аромат бюджетный, недорогой. Хотя я им пользуюсь, так как у меня миниатюра, я просто не могу им поливаться. А так бы, наверное, поливалась бы летом. Особенно вот в отпуске. Я, кстати, на море носила его, когда ездила в прошлом году. И я каждый раз беру его на море, потому что вот он все-таки для меня ассоциируется с этим отдыхом. И что у меня осталось? Остался у меня аромат, который тоже не слишком он похож, хотя имеет сходное настроение. Это такая вот, это миниатюра. Меандр от Амуаш. Вернее, не миниатюра, а пробник. В общем, пробник Амуаш. Это аромат, он больше про специи. Тоже как бы по звучанию. Он сходный по натуралистичности, тоже по такому природному звучанию. Не синтетическому. Но здесь все-таки больше специй. Какие-то травы присутствуют и какие-то сладковатые специи. И, скорее всего, здесь больше такая нота как бы камней, возможно, какие-то горы, какие-то разогретые камни. Тоже какая-то такая вот землистая нота здесь есть. И настроение вот этого какого-то отдыха на природе. Что-то есть такое в нем. Какие-то зеленые ноты. Но все-таки тоже ванили и соли здесь как таковой нет. Все-таки, да, тоже аромат такой про природу, очень природный, очень какой-то
медитативный где-то, можно, да, нанести куда-то на отдых. Вот мне представляется такое вот что-то, ну, какая-то пустыня, какие-то огромные камни нагретые и вот что-то такое вот восточные какие-то мотивы в этом аромате. Может, потому что это амуаж, мне представляется какая-то восточная такая прогулка по пустыне. Ну и его специевость, конечно, тоже на это намекает. Ну, а Vanilla Vibes это, да, все-таки это наш такой привычный более отдых на пляже. Без какой-то восточности и без каких-то нот французских духов. Здесь все просто, все, в принципе, понятно. Необычное, конечно, сочетание. Вот все-таки на жару я его, наверное, не рекомендую. Рекомендую больше на вот такую погоду, как сейчас. Вот сезон, да, апрель-май. Погода такая до 25, наверное, градусов. А если выше, то нужно уже, конечно, тестировать. Не факт, что в сильную жару он вам понравится. Поэтому, ну, на море, наверное, можно, да, носить его на отдыхе. Будет классно, я думаю. Особенно, вот, возможно, вечером, когда уже спадает жара. Вот, итак, мы обсудили мои летние ароматы. Вот эти, конечно, я не так часто могу ими пользоваться, потому что это миниатюры, и тут небольшой объем. Я не знаю, куплю ли я еще себе полноценный отливант хотя бы этого аромата Vanilla Vibes. Не могу сказать, потому что есть какие-то у меня уже из водных ароматов. Тоже есть хотелки, хочу попробовать. Там аромат от Нишане, посвященный Эгейскому морю, тоже появился в таком бирюзовом флаконе. Он прям тоже конкретно пахнет морем. Вот когда я из флакона понюхала, это прям конкретно такой вот прохладный морской запах. Там есть и мятные ноты, и какие-то травянистые. В следующем видео я расскажу о еще одном отливанте, который я купила вот вместе с вот этим остатком. Купила себе 5 мл, тоже аромат, который я давно хотела. Сейчас настало тоже его время. Весна, лето. На этом всем хорошего дня, удачи, хорошего настроения и пока-пока.